Арчик подбежал, у него мышь в зубах. Вилли и Анфиса все снимается, все, пойдем, говорит, пойдем за ним, у него уже мышь. А Арчик звук издавал, он гудел. Он гудел, да? Да. Арчик гудел. Анфисочка, тебе мышу не дают, да? Говорит, пойду, говорит, на всякий случай, может, сопру. Всем привет, вы на YouTube-канале Аксель Франк. Так, это Австрия, Каринтия, смотрим дальше. Вон, Арчик внизу сидит. Сегодня у нас коты, вся троица. С мышью. А я расскажу про природный катаклизм, который был в Каринтии. Там хвост кота Вилли и Анфисия. Ну и в целом, летние зарисовки. Она еще живая, мышь-то прыгает. Может, убежит еще. Будем надеяться. У котов некоторое изобилие мышей. На полях есть пища для мышей. Так, Анфиса выдвигается. Соответственно, коты охотятся на позицию. Занимаются этим все свободное время. И то один, то другой, то третий приносит мыши, и начинается вот эта беготня. Недавний случай был. Ирина утром обнаружила мышь в кладовке. Мышь уже была такая придушенная. Вот, она ее вынесла на улицу, отдала, и сороки забрали. Ну, сороки у нас выполняют такую роль санитаров на участке. Ну, они мышей очень любят. Вот, и на гортензиях начинают цветы появляться. Ну, это еще все равно рано. До цветения далеко еще, но уже появляются первые. Задают вопрос про гортензии. Это где-то конец июля и август. Будут уже во всей красе. Стояла 3 дня жара. Очень сильная жара была. И я не мог днем ходить. Плавал на лодке. А ходить с палками, ну, жарковато слишком. А на лодке было нормально, потому что там, когда плывешь, там ветерок, бриз возникает отлично. Вот. А сегодня наоборот идеальная погода походить наконец-то с палками. Ибо ржавею быстро. Если 3 дня не походишь, уже чувствуешь, что что-то у тебя начинает ржаветь. Вот так гортензии выглядят, когда они будут уже в цвете. Вот. Да. Но сегодня обещают 3 часа опять грозу. Ну, я до 3 погуляю. Вот она вернулась. Она подождала, пока он ушел. А там мята кошачья, да? Да. Ой. Там ее кошачья мята. Ну, кошки у нас торчки, особенно Анфиса. Так, а тут ты посадила вот это растение, которое мы вчера купили, да? Да, ну, в принципе, это одного и того же, как бы один и тот же вид. Это рудбекия. Просто это какой-то другой сорт немножко. А что за сорт, я так и не поняла. И в интернете не нашла. Так, а тут у тебя розы притаились. Это мы в магазине Лагерхаус. Ирина дорвалась. Вот, Ирина дорвалась. Вот такое интересное растение. Мне вот понравилось. Вот с цветами. Давай розмарин. Давай Да, еще розмарин. розмарин. Каждый год покупаем, каждый раз замерзает зимой. Короче. То есть она просто улеглась на мяту. И выщипывает ее. Да, мяте придется нелегко. Анфисочка, ты на потом оставь немного. Только-только она в себя начинает приходить, эта мята начинает расти, как приходит кто-нибудь. Ну, это вандализм, конечно. Да. Вандалщина. Да. Любуемся цветами, а я вам расскажу про катаклизм. Был дождь, ливень очень сильный, продолжался больше суток. И в ряде регионов Каринтии наступила катастрофа. То есть помимо того, что затопило, сошли грязевые потоки. Соответственно, вот недалеко от нас, в 8 километров, есть такое село Трефен. Там даже жертва есть. Некоторые дома до середины окна, вот первый этаж оказался под вот этим потоком. Ну, очень неприятно. Я хочу поблагодарить всех, кто выразил сочувствие, кто поинтересовался. Это, наверное, детишки прошлогоднего выводка. 3.
Я пытаюсь их завлечь, эту троицу. Да, у них, ну, это молодые, клювы еще не очень оранжевые. Это, скорее всего, прошлогодний выводок. Вот. Троица из прошлогоднего голубя с голубкой выводка. Ну, посмотрим, они подплывут. Давайте, давайте, вон, я им гремлю. Давайте, давайте, дорогие, не бойтесь. Ну, сейчас попробуем. Хороший, хороший, конечно. Вот, я отойду немножечко. Вот, вот смотри. Они, вот этот горошку так распробовал. Этот вообще не понимает. Ну, давайте, пробуйте, да, вкусно. Тот стоит. Вот и рыба налетела. Да. О, ой. Так он своего же, а? Своего же гонит. Вот и подумай. Узнаю брата Колю, да? Конечно. Повадки у вас знакомые. На. Я смотрю, они больше к хлебушку привычные. Боится, боится. Меня спрашивали про наших птенцов, какие они сейчас. Вот смотрите, вот какие небольшие. Он на ноге. У Анфисы мышь. Кот Вилли интересуется, а ему достанется или нет. А там у нас Максим ест траву. Короче, все пределы. Так, Вилли пошел, говорит, Анфис, говорит, Анфис, поделись. Да. Я думаю, надо на территории участка создать, как это, для мышей, там, как это... Зону безопасности зону для мышей? безопасности, да, огородить там сеткой, например. Ну да, здесь надо зону безопасности для мышей. Чтобы по-честному игра шла. Ну, а мышь еще бегает, похоже, у нее. Да, она бегает. Будем надеяться, что она убежит. Да, она бегает. А Вилли стоит на этом вот. На подхвате. А птенца снимал, у него лапа была запутана в леске. Мы эту леску снимали. Вызывали спасателей, но справились сами, отменили вызов. Да, у них сложная диспозиция. И пару слов скажу, почему нас не затрагивают вот такие природные катаклизмы. Но это благодаря рельефу. Интересно, а Арчик где? Арчик в поиске, да? В воде есть куда уходить. Уходить в озеро. Озеро, ну, поднимется на пару сантиметров и все. Вообще-то это пиалка, это для сорок поставлена. Но Анфиса с Арчиком нашли. Да, им больше-то есть нечего, да? И они решили обожрать сорок. Ой, Арчик, смотри, смотри, Анфису лижет. Ой, и Анфиса, ой. Какие у них отношения, однако, хорошие. Все. Ну, немножко там, Арчик, оставь сороки хоть немножко. Нет, говорит Арчик, ничего не оставлю. Все доем. Ну, ничего, это не осталось сороки-то. Это он картофельную эту доедает. Вылизывает миску. Сороки были скандализованы. Они знают, что это их миска, что это для них еда. Так. А у котика Вилли там небольшая неприятность. Хвост мокрый, как видите. Ему сегодня отмачивали, отмывали хвост. У кота Вилли на боку пришлось просто выстричь одну зону. Ну, там был такой огромный колтун. Здесь у нас Арчи. Ну, до осени заживет. Да. Здесь у нас Арчи. Отрастет. Вот. Здесь у нас Анфисия. Анфисия. Так. Ну, кот Вилли, скорее всего, на крыше. До вот этого сильного ливня уровень воды в озере был ниже, чем обычно. Ниже, чем обычно, где-то на 10 сантиметров. Это много. То есть вода отошла сильно от берега. Вот между носом лодки, которая вот у нас в воде, и берегом была суша. Вот, ну, очень, очень мало воды.
После вот этого ливня, вот который с катаклизмами, уровень воды в озере поднялся до нормального. То есть стал немножко не доставать до перила. 2 сантиметра под перилом – это вот нормальное положение, нормальное состояние. А с линий как выглядит? Тут действительно ночная звезда. Ой, свеча, ночная свеча. Это по-немецки ночная свеча, да? Да. Он как будто сияет, как будто светится. Ничего себе. Кто-то мяукает. Вечером на закате очень приятно на террасе. Очень посмотри, у меня в камере как. Свежо и комаров нету. Да, у меня в камере он лучше. Да, в камере он светится. Да. Обалдеть, он распустил просто, канделябры все распустил. Красота. Вот обратите внимание, это уже на закате, совсем уже потемнело. У нас внутри в помещении свет горит. При этом дверь на террасу открыта настежь. И нету никаких там ни сеток противомоскитных, ничего. А вот две причины. Ну, во-первых, экология нормальная. Это озеро, это как река. Вода проточная. И главное, что высота. Высота 500 метров над уровнем моря. Комары как-то вот не очень живут на высоте, в горных условиях. На этом все. Желаю вам всего хорошего. Пока-пока.